Привет, ребята! В этом видео я расскажу вам про трагическую историю, в которую мы попали на Филиппинах. Раньше я думала, что такое возможно только в триллерах и никогда не случится со мной. Произошло это 8 января. Мы только несколько дней назад купили свою машину и решили в этот день вывести детей на детскую площадку в город. Потому что в нашем поселке, в Дуине, кроме моря и бассейнов, для детей ничего нет. Это было воскресенье, а по воскресеньям как раз у нашей няни обычно выходной день. Это единственный выходной день в неделю. Мы взяли детей, поехали в город. Доехали до Сибулана, там есть детская площадка. Немножко погуляли с детьми и решили заехать в Робинсон, в супермаркет за продуктами. Хотели в этот день лепить пельмени. Так вот, после того, как мы купили продукты, выдвинулись обратно домой. Пока мы ехали, дети в машине заснули. Влада спала спереди с папой под ремнем. А мелкие близняшки сидели по обе стороны от меня. Также спали. На полпути, это в Баконге, с нами произошло страшное. Мы находимся на том самом месте, где все произошло. Мы ехали вот по этой полосе, оттуда, с города, в сторону Дуина, вот туда. Ехали мы примерно со скоростью 60 км в час, потому что дети спали, и с детьми вообще небезопасно ездить быстро. К тому же здесь вообще такое движение, что куча мопедов. Мопеды ездят, как вы видите, четырехполосная дорога. Они ездят и во всех полосах. Здесь нет такого, чтобы они ездили только там в какой-то крайней полосе. Мопеды, тук-туки, в общем, движение сложное. Здесь гонять не получается, даже если ты очень захочешь гнать. Я смотрела в окно, потому что когда дети спят, настает такое время расслабления, немного... Хочется о чем-то подумать. В машине играла музыка, под музыку приходили разные мысли. В тот момент я смотрела в боковое окно. И вдруг я почувствовала удар. Не могу сказать, что это был очень сильный удар, потому что дети остались практически на своих местах. Большой стеклянный дождь, огромная куча осколков мелких, стекла. Все были вдребезги. У меня было шоковое состояние. Это было очень страшно. Просто земля ушла из-под ног. Я ничего не понимала, что произошло. Первое, что мне показалось, что я подумала, это что с мужем что-то произошло, он потерял управление, либо он потерял сознание, либо что-то с управлением машины произошло, и мы ударились о бордюр. Мы въехали вот сюда, вот на этот бордюр. Машина одним колесом стояла на бордюре. Дети проснулись, но они ничего не понимали. Они даже не заплакали, хотя они покричать же нас любят. Слава богу, они ничего вообще не поняли. Я повернула голову назад и увидела просто лежащего на заднем стекле нашей машины мужчину. У него свисала рука в салон. И в тот момент у меня просто пропал дар речи, я начала истошно орать. Это первый раз было такое страшное, вообще шоковое состояние в моей жизни. Это был очень страшный момент. Это было очень страшно. Муж оглянулся, начал приводить меня в чувство, пытался. Сказал, что мне нужно немедленно выйти с детьми из машины, куда-то зайти за угол, спрятать их, чтобы они ничего не поняли, ничего не увидели. Дети держались на ура. И я начала понемногу тоже
пытаться себя как-то привести в чувство. Вышла с ними, муж за руку нас отвел. Вот здесь была машина, и муж за руку вывел и отвел нас за вот сюда, за угол этой будки. Вот здесь мы стояли, прятались с детьми. Самое страшное было то, что я не понимала, что происходит. И первое мое впечатление, первое ощущение, то, что муж просто сбил человека, потому что мы оказались на тротуаре. И я начала истошно кричать, что ты сбил человека, что происходит, что вообще, что делать. И это было очень страшно. А потом к нам подбежал первый, кто все это увидел, первый филиппинец на мотобайке, который ехал по встречной полосе. Он подбежал и с огромными, как шары, глазами начал что-то кричать. We are Russian, спрашивать, вы русские. У меня в голове все еще более страшно. У меня в голове все это еще более... И у меня в голове все это приобрело еще более страшные очертания, так как понятно, какое сейчас отношение к русским вообще во всем мире. Вообще, мы иностранцы, мы в чужой стране, и я думала, что муж сбил человека. Это просто было ужасно. Вот мы с детьми вот здесь за углом этой будки сидели, пока вокруг машины скапливалось все больше и больше народу. Наверное, там было больше 100 человек. Филиппинцы просто окружили машину. Ко мне подошла единственная женщина-филиппинка, такая в возрасте, и она почему-то была в очень приподнятом настроении, она улыбалась, похихикивала. И при этом спросила, все ли с нами нормально. Это единственное, кто поинтересовался, что мы, как мы вообще. Я думаю, что многие филиппинцы вообще не видели, что мы здесь. Они думали, что муж ехал один, потому что мы быстро вышли и сразу встали за угол. Второй, кто ко мне подошел, это был мужчина лет 40 европейской внешности. Он также поинтересовался, все ли нормально со мной, с детьми. И предложил свою помощь. Он предложил на машине довести нас до дома. У него был небольшой грузовичок. В кабине сидела жена, филиппинка, с маленьким малышом, там, по-моему, 6 дней, как он сказал. И в кузове сидела девочка, Владина ровесница, и большая белая собака. Они довезли нас до дома и дали свой номер телефона, предложив свою помощь в случае чего, если понадобится. Говорят, звоните, пишите нам, мы здесь живем уже 17 лет, 17 или 15 лет на Филиппинах. Многого уже он повидал и предложил свой номер телефона для связи. Так вот, этот американец немного привел меня в чувство. Он сказал, что этот мужчина, который лежит на стекле нашей машины, в алкогольном опьянении находится. И тут я увидела сквозь людей всю эту толпу, лежащий возле нашей машины мопед, который, как получилось, въехал нам в левый угол машины, повредив фару, левое крыло. Ну, то есть он выехал резко со встречки. Мы ехали по своей полосе, и в итоге муж резко свернул, чтобы увернуться от него, резко свернул на обочину. И уже столкновение, все, собственно, произошло, когда наша машина была на обочине. То есть мопед пересек аж 2 встречных полосы, и все-таки не удалось избежать столкновения, и он въехал нам в левый угол. В тот день, после того, как мы приехали домой, я сразу повела детей в душ, потому что у них на одежде было очень много мелких осколков. Все это хотелось быстрее смыть. После душа они пошли играть. Все, в принципе, как в обычный день. Для них это, к счастью, не было каким-то потрясением. А может быть, у них просто у детей такая реакция на что-то страшное. Они пытаются это сразу от себя отдалить.
В общем, я не могла найти себе место, ходила кругами по дому, муж не выходил на связь сначала какое-то время. Может быть, часа через 2 все-таки он написал, что его возят по госпиталям, пытаются взять тест крови на алкоголь. Но ни в одном госпитале из 3 этого теста нет, и, скорее всего, ничего не получится. Ну, и что больше только нервировало, потому что если у него не возьмут тест, соответственно, не возьмут и у того мужчины, который в нас врезался. Хотелось как-то услышать какие-то слова поддержки от наших знакомых, экспатов, которые жили там уже на Филиппинах какое-то время, но никто не мог сказать слов поддержки, а только наоборот все больше нервировали тем, что вы иностранцы, что филиппинцы... Не надо забегать вперед, Маш. Я со своей стороны расскажу, что я видел и что было. У меня 20-летний стаж вождения, и я ни разу по своей вине не попадал в аварии. И в тот день мы ехали как обычно. То есть я абсолютно уверенно вожу в любой стране. И до этого мы по другим странам Азии ездили. Там тоже брали машину в аренду и без проблем путешествовали. Но этот человек, мотоциклист, он где-то 50, может быть, метров, не доезжая нас, резко свернул на нашу полосу, то есть в лоб-лоб вышел. И я даже не успел затормозить, хотя всегда держу одну ногу над педалью тормоза. Я успел единственное вывернуть руль, и все равно этого не хватило, чтобы уйти от аварии. Он врезался ровно в угол нашей машины. Так был бы фронтальный удар. В тот момент я, как в замедленной съемке, помню, как он приближался к нашей машине, и он был не один, то есть их было 2, с голым торсом и оба без шлемов. Поэтому, когда он въехал в нас, я машинально закрыл глаза и сразу понял, что там что-то серьезное, и, скорее всего, они не выживут. Потом, когда машина уже остановилась, я вышел, и первой моей мыслью было увести детей, посмотреть, что с ними в порядке, все. Я их вытащил, отвел за угол, и мне больше всего не хотелось смотреть, что там происходит сзади, потому что я через салон, когда обернулся, увидел, что там кровь на заднем сидении капает, и тело человека лежит в разбитом проеме. Мне не хотелось на него смотреть, но я понимал, что я ничем здесь уже помочь не могу, потому что, скорее всего, там такие повреждения, что неквалифицированный специалист не может его двигать или трогать, чтобы не ухудшить его состояние. И скорую я тоже не мог вызвать, потому что у меня даже не было элементарно контактного номера, я не знал, как ее вызывать. При этом там образовалась куча филиппинцев, огромная толпа, которые что-то орали, там тыкали пальцами в нас. Ну и, соответственно, я занялся детьми, для меня это было в первую очередь, первостепенно. И когда я их отвел за угол, я пошел ловить какую-то машину, маршрутку, чтобы их отправить домой. Но, видимо, у меня такой был вид страшный, что никто не хотел останавливаться. И так продолжалось минут 15. В эти 15 минут ко мне подошел какой-то местный парень и сказал, что я все видел, я ехал за тобой на машине. Я его вот так вот под руку взял, сказал, я тебя никуда не отпущу, стой вот рядом со мной. И он там что-то объяснял этой толпе, что я не виноват, видимо, что он все видел. И как бы на меня уже никто не наезжал. Когда я понял, что никого не смогу поймать, я вернулся за угол и увидел вот этого мужчину, который стоял уже рядом с детьми и с Машей. Это был американец. Ну, как оказалось, из Америки, из Аляски. И он любезно согласился помочь отвезти. Вот они сели в машину и уехали. А я остался, соответственно, один на месте ДТП. Что у нас в России делается, когда случается авария? Делают замеры, опрашивают свидетелей, проверяют документы, рисуют схему, ну, весь необходимый перечень. А там этого вообще ничего нет. То есть у меня даже документы не проверили. Просто меня взяли, посадили в патрульную машину и повезли в участок. То есть ни схемы, ничего, ни документов. И этот американец как раз, он сказал, обязательно требуй тест на алкоголь, потому что они не делают. Говорит, требуй себе и требуй, чтобы этому пострадавшему сделали тест на алкоголь. И, соответственно, вот с этой мыслью я уехал в участок. Там я начал просить, чтобы мне сделали тест на алкоголь. Но, как оказалось, у них вообще нигде его не делают. То есть меня возили там по 3 клиникам, нигде этого теста не было. В одном месте мне там попросили пройти по ленточке, дотронуться до носа.
как у нас раньше делали тоже в Советском Союзе. Но при этом никакой бумаги, ничего не дали. То есть, был я пьяный или не был я пьяный, никак доказать невозможно. Потом мы как раз попали в госпиталь, где был пострадавший, он был живой на тот момент еще. И я поговорил с врачом лечащим, подошел, то есть к нему, и сказал: вы можете сделать ему тест? Ну, на что тоже получил отрицательный ответ. Ну и в этот момент я пошел там в палату, где он лежал, там уже собрались его родственники. Ну, они, естественно, тоже были в таком же состоянии, как и я. И при этом они извинялись. То есть они сказали: извини. У меня денег с собой не было, ну, я не рассчитывал на такую ситуацию. И мне вот этот американец одолжил 1000 песо, и я им отдал. Он со мной, он приехал, американец, и со мной там везде ходил. Также на месте аварии я сразу позвонил своим знакомым, ну там на острове Негрос, с ребятам русскоговорящим, и сказал, что такая со мной случилась ситуация. Конечно, по голосу я понял, что они не верят мне, что я не виноват, что, скорее всего, я там виновен, я кого-то сбил. Но, тем не менее, как бы ребята подъехали к полицейскому участку и сказали мне следующее. То есть, первое было сказано, что я должен изображать, что мне его очень жалко, пострадавшего. То есть это у них на суде зачтется. Если ты в момент инцидента проявлял вот какое-то милосердие, жалость, это у них очень важно. И ты должен поинтересоваться, как он, как его семья, что с ним происходит. Вот должен это постоянно в полиции говорить. Ну а второй момент, они сказали: если у тебя есть деньги, ты можешь их хоть пачками здесь сшибать, и как бы ничего тебе не будет. Можешь заплатить. То есть коррупция у них там такая, что наша коррупция — это просто цветочки по сравнению с тем, что там происходит. Вот этот парень, свидетель, который ехал за нами, он дал письменные показания свои и сказал, что больше ничем помочь не может, и уехал. Значит, вот эта вся катавасия длилась часа 4. То есть меня возили по всему городу, там, по разным клиникам, поликлиникам. И в итоге никакого анализа у меня не взяли, не смогли взять. Так же, как у того человека. Соответственно, сказали, что ты задержан и остаешься в полицейском участке, что у нас такая процедура. Я попросил отвезти домой продукты, потому что мы ехали как раз из супермаркета и купили продукты домой. У нас дети, они выпивают в день 2 пакета молока. Если молока нет ночью, они будут орать всю ночь. Ну а жена, соответственно, уже не могла никуда выбраться. И я попросил доставить эти продукты им домой. Ну, меня под конвоем привезли домой. Это уже там 12, наверное, было, или там в час ночи. Я не помню точно. Ну, у меня было такое состояние двоякое. То есть, с одной стороны, я понимал, что это все очень плохо может для меня закончиться. То есть, реально, что я могу попасть в тюрьму. И неизвестно, сколько там пробыть. А с другой стороны, у меня было такое внутреннее спокойствие из-за того, что не пострадали дети и моя жена. То есть они остались целыми и, слава богу, никаких повреждений не получили. Ну вот, меня доставили под конвоем домой, я отдал продукты, попрощался с женой, взял свои теплые вещи, ну там, в которых прилетели мы из России, куртку, джинсы, и повезли меня в участок. В общем, пока я сидел там, ждал какого-то решения, что со мной сделают, а там решали меня в клетку сажать, там, к филиппинцам, обезьянник вот этот местный, либо меня там отдельно в комнату как-то подселить. Ко мне подходил какой-то один офицер постоянный и пытался подколоть. То есть он мне говорил, что ты сюда специально приехал, чтобы бедных филиппинцев там давить, уничтожать. Ну вот в таком моменте. Хотя, ну, естественно, это было не так, и я был в подавленном состоянии. Но другие были более-менее дружелюбные все. В общем, в итоге меня заперли в комнате. Сказали, что ты будешь ночевать в комнате, а утром мы уже решим, что с тобой делать. Естественно, заснуть я не мог. И лежал, ну просто лежал на такой бамбуковой кровати, как бы, да, жесткой, без матраса, без ничего, оделся. Телефон у меня был с собой, я сидел в телефоне, и в какой-то момент он начал садиться, и я решил его подзарядить. И начал искать розетку, то есть, а там все розетки были нерабочие. И залез под какой-то стол,
хотел воткнуть розетку и увидел там огромного паука. Ну, такого там, с полруки, наверное. Ну, я не очень люблю пауков, поэтому не полез туда. И просто пошел, лег дальше лежать. Ну, рюкзак бросил посередине комнаты. И вот как только я заснул, где-то через час я проснулся, внезапно увидел, что этот паук бежит ко мне. И он добежал ровно до рюкзака, я включил свет и уже понял, что надо с ним разбираться. Потому что если еще по мне пауки ходили бы в тот момент, это было бы вообще ужасно. В общем, когда этого паука прихлопнул, у меня из кармана выпала иконка бумажная, которую мне мать с собой дала, Матроны. Вот она мне просто в карман засунула, и я еще так обратил внимание, удивился. Вот оно как бывает. То есть я эти вообще штаны ни разу не одевал, как мы прилетели. А в этот момент, то есть вот эта иконка выпала как раз. Ну и вот так утром, да в 5 утра где-то, я, может, час поспал, пришел офицер и говорит: вы свободны, выходите. Я спросил его, как этот человек себя чувствует. Он сказал: все нормально. Я при поднятом настроении, что человек выжил, собрал свои вещи, вышел на дорогу, поймал тук-тук и поехал домой. Когда я зашел домой, радостно сообщить Маше, что вот я все пришел, все нормально, он живой, она мне сказала, совершенно другую информацию мне дала. Да, со мной уже связалась няня, и там из детского садика. Мне уже вечером прошлого дня, где-то около 9 часов, начали все писать. Я не понимала, откуда они узнали. А оказывается, что уже был пост в их местном новостном канале в Фейсбуке. Статья вышла про эту аварию, и все уже вокруг знают. Они все там волновались, были в шоке. Няня писала, спрашивала, как дети, все ли в порядке. Вот, и как выяснилось, она потом еще вечером того дня связалась с родственниками, хотела нам помочь, как бы с ними связалась, нашего имени, вот, и узнала ночью, что ночью он умер все-таки, этот мужчина в госпитале погиб. И оказалось еще, что вот этот второй филиппинец, который сидел сзади него, это его старший сын. Он прилетел через машину метров на 6. Наверное, это его и спасло. И поломал руку, приземлился на асфальт. В общем, повезло ему. И наши ребята, у которых там связи в полиции, сообщили нам, что этот парень что делает? Ну, что, типа, он якобы показывал, там, они руками всегда показывают поворот, типа, что они якобы хотели повернуть, но, во-первых, там не было поворота, а во-вторых, на Филиппинах повернуть, это значит вот так вот ехать наискосок по встречной полосе. Да бывает дело не в такое. этом, дело в том, что они ничего не показывали, они просто выскочили на встречную полосу и все. Ну, в общем, мне дали такую информацию, что паренек-то этот уже там, говорит против нас, так скажем. Хотя родственники через няню нам говорили по-другому. Да, вот когда она стала общаться с родственниками. Ну да, няня говорила, что они боятся, родственники, что мы будем просить с них деньги за нашу машину, потому что у них бедная семья, вот этот мужчина, и у него 3 детей. Вот младший сын, 14 лет, как раз съехал в тот день с ним на байке, который улетел на 6 метров. Вот, и мамы у них нет, она там где-то в Маниле другим мужчиной живет. В общем, в этот момент я принял решение ехать обратно в полицию, чтобы взять контакты непосредственно его родственников и как-то решить вопрос о помощи. То есть просто захотелось им помочь. Причем я сразу понимал, что я не виновен. Просто хотелось помочь. И когда я вернулся в полицию, меня сразу завели. То есть я сказал: здравствуйте, я хочу взять контакты родственников, чтобы им помочь. Меня завели в комнату, одели вот как в американских тюрьмах такую робу оранжевую, поставили к стенке и начали фоткать, то есть анфас, профиль, как вот арестантов. И начали брать все отпечатки пальцев, то есть ладони, всех пальцев. И такая бумага на столе лежала, то есть там следователь начал писать форму об аресте. Вот, собственно, мы решили видео не делать большие, больше по 50-60 минут. Решили ограничиваться 20 минутами. Поэтому, если кому интересно будет, расскажем дальше. Начался вообще настоящий триллер. Ну да, сейчас еще это можно вспоминать, а на самом деле отходили мы после этого, наверное, месяца 2. Психическое состояние было очень такое шаткое. В общем, смотрите в следующей серии, что дальше с нами случилось.